Кемпинг на вулкане Батур. Мы родители двойни. 4 года назад наша страсть к путешествиям была скована. Да, мы двигаемся как можем. Из Беларуси переехали в Польшу, а последние 3 года живем на Бали. И у нас на канале уже много видео о том, как мы исколесили весь остров с детьми. Те еще приключения. На днях нашим детям исполнилось 4 годика. Мы закатили фееричный праздник, и скоро будет большое видео об этом. Но сейчас наше время. И наш глоток свободы. Мы заслужили. Еще прикольно, что 3 вершины. Спали вообще плохо, Настя простыла. Пойдем рассвет встречать. Я не хочу домой ехать. С днем рождения. Да, еще прикол в том, что наша двойня родилась прямо за день до моего дня рождения, и обычно я после их днюхи хочу только лежать в постели, уткнувшись головой в подушку, но в этот раз Настя приготовила мне сюрприз. Вот сюда заворачиваю, балетен. Алло. Это домик на колесах наш? Да. Да. Hello, yes. Nice to meet you. Nice to meet you. Дима. Это наш домик. Your camper fan? Домик. Наш домик на 2 дня. Мы будем в этом домике жить. Настя мне сделала сюрприз. Знает, что я последние годы говорю о том, что мне почему-то кажется, что я бы с удовольствием прокатился бы в доме на колесах, где-нибудь по Европе, по Штатам, но мы живем на Бали, и казалось, что это место не совсем про это. Мы сейчас выберем себе кемп-лагерь, где мы будем парковаться, там, где на территории кемпа будут какие-то минимальные условия, да, для удобства, там, уборная, возможность разжечь костер и всякое такое, и чтобы это было все с обалденным видом. Мы сейчас выберем. И мы здесь будем спать. Тут будем спать? Да. С водителем? Водитель по центру? Это не совсем дом на колесах, но такой кемпинг-кар, и он раскладывается внутри, спишь. Холодильник, вода, в общем, все причиндалы, стульчики, душ. Сейчас поедем, покатаемся. Тут очень много кемпингов на Бали, прям таких мест, где можно останавливаться. Мы как-то почему-то никогда не доезжали, но с детьми просто не совсем это, наверное, удобно делать. И, возможно, делают люди, да, если прям очень хотеть, то все возможно. Вот как-то руки не доходили. Настя решила подарить мне на день рождения такую поездку на 2 дня. Дети пошли к нашей няне любимой. Она их в садик будет завозить, забирать к себе на ночь. Они там уже корешатся, дружат уже очень давно. Вот, а мы попробуем, как это на кемпинг-каре кататься по Бали. Итак, стартуем. Ой, класс! Остановились тут по дороге, увидели красивое поле, решили просто выйти размяться. Мы так не спеша едем. И у нас уже в машине жарче, чем вот на улице. Мы ходили на Батур, на Настину днюху. Там просто мы этот материал храним на чуть попозже. Хотим сделать топ-5 самых крутых activity must try на Бали. И вот мы на Настину днюху ходили, вот это прям свежесть вообще была здесь. Вот этим Бали уникален и крут просто, что вот так. Сделали Насте фоточку в Инстаграм. Приходите в ее Инстаграм, у нее вот есть фоточка отсюда. Это очень классно. Только ради этого стоит прийти в Инстаграм. Ну, вообще у Насти классный Инстаграм, там все очень много классного, хорошего, про семью, про детей. Ай-яй-яй-яй-яй, приходите к ней в Инстаграм. Вот что мы всегда рассказываем, это один из таких странных моментов на Бали с местным населением, что они такие все набожные, у них очень такая религиозная культура, но их отношение к мусору, вот они просто не понимают, что это мусор. Пример того, как мусор выбрасывается, вот в этой обочине все вот так усыпаны, и это просто становится, и они живут, втаптывают ее, и часто видно, как вот оно становится просто частью окружающей среды. Ну вот просто, и понятно, что никакая служба ЖЭСа там или коммунальщики никакие здесь не приходят и не убирают.
Это, блин, это одна из страннючих просто. Это просто одна из страннючих особенностей, которую сложно объяснить, но это так. Едем дальше. Я такой бодрый, веселый. Для видео, чтобы был очень эмоциональный влог, а на самом деле я еду вот так вот. Устал, потому что устал. Кстати, Кинтамани очень прикольный район стал. Раньше вообще он так не рассматривался как для жизни. Но сейчас тоже для жизни так себе, но как туристическое место это прям сейчас топ. Здесь просто после короны расстроилось миллион крутанских, супер фэнси, шменси, говненси, рестиков. Просто едешь один за другим круче другого. Вот просто какие-то супер со стеклами, с видом. Вот там все эти авокадо-тосты кучерявые. Решили в одном из них остановиться, кофейку бахнуть по дороге. Тут нужна ветровочка. Paper Hills. Мы тут были на Настину днюху, вот, тоже снимали, но еще не показывали. Что говоришь? Хорошо, что есть спальные мешки. А почему? Потому что пиздец холодно. Что такое, не понял? Что такое ругается мат? Реально холодно, реально дубак. Все, машину едем уже на свою стоянку, кощер. Короче, тут холодно, очень колоритно. Мы в эти места еще не заезжали. Мы часто были вот на кальдере Батура, но вот там, где фэнси-шмэнси рестики, мы туда тусовались, там ездили, а сюда, конечно же, не добирались. Тут уже одни локалы местные, прям супер authentic, you know? Как у меня сегодня pronunciation на 38-летие. Вот сейчас едешь вообще как не Бали, как будто едешь где-то по Европе, по Беларуси, по России. Ой, уши закладывает. Мне помогает, кстати, зевание. Когда зеваешь, уши раскладываются. Это в самолетах тоже все время. Все такой лайфхак. Нигде не услышите подобных лайфхаков. Да, это супер. Уникальная информация. Да. Я даже предлагаю задонатить. Задонатить, подписывайтесь на Boosty Patreon. Кстати, у нас Чтобы нет и Дима, Boosty Patreonов. Может, нам стоит завести Boosty Patreon? Готовы поддержать наш канал? За такие сумасшедшие лайфхаки, советы. Уникальнейшие. Какие, может, кто-то просто. живет уже лет 40, Чтобы... 50, 60 и не знает, что когда уши закладывают, надо зевнуть. Да. Вообще бомба. Топчик. Мы приехали, остановились, и наш взгляд приковала вершина вулкана Батур. И сейчас тут должна была бы прозвучать мощная и трогательная речь о том, как долг был наш путь до сюда, и о том, как ничтожны все наши проблемы и суета под взором вулканической глыбы, которая более 5000 лет стоит неподвижно. Но в игру вступило ведение дел по-балийски. Как раз идеально, чтобы нагнать драмы для сюжета. Блин, что-то я не понял, что происходит. Мы приехали в место, но это вообще не кемпинг. Вид безумно красивый, конечно, но как тут раскладывать машину, как тут... Короче, пока непонятно. Я еще говорю и не понимаю, в какой кошмар мы ввязались. Мы были напуганы. Нам предстояло выжить в этих жутких условиях. Как выжить, если у тебя всего лишь целый дом на колесах с полным баком и до отказа набитой едой, а до ближайшей лакшери кофейни целых, недосягаемых 20 минут езды? Мы обречены. Ну, в общем, это такая реальность оказалась, такие балийские кемпы. Ну, здесь вообще большое количество кемпов вокруг кальдеры, там, вокруг самого вулкана, на озере, там вот озеро вулканическое. Но не везде есть Camp Car Access, как у нас. Автомобиль, не везде есть для него место. Тут такие ярусы, там кострища на каждом ярусе.
Можно палатки тоже там брать, там какая-то администрация. Ну, такое, полузаброшка, короче. Думаю, можем поехать просто арендовать палатку в такой более цивилизованный кемп. Уже написали. Но либо здесь получается, такими ярусами идут. Короче, на этом кемпе из админов было всего 2 пацаненка лет по 12, которые вообще не говорили по-английски. Не очень уютное место, но безумно красивый вид. Вот, кстати, на Бали так все. Тут на самом деле, типа, все. Вид есть, типа, хули вам еще надо. Уже кидай свои кости и сиди. Вот, это уже вот эти фэнси-шмэнси рейстики, они появляются. Потому что, ну, приезжают западные люди с мышлением, типа, делают все вот чин по чину. А, ну, местным что, вот они просто, ну, красивый вид, вот я тебе тут как бы вот, типа, костер распалю. Ну, такое. Потерзавшись немного, подумав, мы решили ехать искать дальше. И только мы выехали на дорогу, через 100 метров увидели еще один кемп, который не был указан на карте. Потом выяснили, что это новый. И это место оказалось то, что нужно. Yeah. With this car it's okay, yeah? Do you have bonfire? Wood? Yeah, for fire. Через дорогу от него живут бабуля и дедуля, и несмотря на простой вид, они оказались местными воротилами кемперского бизнеса. Развели нас тут на все бабки мира, и я вообще удивляюсь, как это я им свою почку не заложил за дрова для костра. О, офигеть вообще. Мы зашли прям по соседству. Его не было на карте, он прям по соседству, наверное, новый. И здесь прям вот то, что надо. Красивый вид, сейчас мы тут расположимся. Костерчик. Короче, местная мафия в лице бабки взяла с нас по $7 за человека в сутки на стоянке. В то время, когда везде в 2 раза дороже. Дрова к костру были тоже в 2 раза дороже, чем на других кемпах. Я ей уже и китос показывал, и уговаривал, и говорил, что мне 2 маленьких детей, мне их кормить надо, а она ни в какую. Непреклонная и неприступная бабуля. Настоящая вулканическая женщина. Все нормально, короче, все отлично. Супер. Супер, блин, вообще. Мы уже расстроились, хотели ехать вниз, там нашли какие-то с палатками места. Здесь просто идеальное место для вот с травкой. Да, на дороге, но пофиг. Сейчас будет костер. Стульчики у нас есть. Короче, сейчас будет все. Бомба, петарда, Вася. Уху. Вот сейчас проверяем. Толчок тут есть, говорят, есть какой-то там. О, вау, заброшка, правда. А, не, нормально, функционation. Ну, это такой, короче, баллистал. Ну, это, блин, по сравнению с тем, что мы только что были, который был на карте, это отстой. А вот тут вообще просто, во-первых, вон беседочка, будут фоточки, сейчас бомбочка будет. Все. Красота. Пока разбирались, уже стемнело. Кемпинг на вулкане Батур, остров Бали. Вдвоем с любимым человеком. Спасибо, любимый человек, за подарок. Короче, не без приключений, как обычно. Только разогрели еду, сломали фонарики сразу же. Всю романтику к херам. Нечего. Зато у нас есть свечки. Да, Настя купила свечки. Очень классно. Я так соскучился. А это еще с минивеном. Ну, короче, немножечко в попыхах. Мы, как обычно, провотокатили. Но в итоге мы как-то вот нашли место, которое вообще не было у нас на карте. Оно... Да, и оно прям... интереснее, да. Очень же интереснее. Сломать лампочки, купить свечки, еще сделать так, чтобы еще было это самое. И самое обидное, что это вообще не дрова были. Это просто какая-то труха, которая сгорала просто за 15-20 минут. Вот это было не очень приятно. С днем рождения тебя. Боже, кто-то идет. С днем рождения тебя. С днем рождения, дорогой мой любимый Дима. С днем рождения тебя. Давай. Ура! Прикольно. Такая ностальгия расправлять спальные мешки. Ай, столько время было проведено в походах, в спортивных лагерях. Вот такая у нас тут постель. Завтра утром сделаем красивые кадры. Старые мы стали, что-то сложно спать. Меня сначала Настя разбудила раз 65 до утра. Холодно, капец, блин, посывали Настя, блин, сморкается всю ночь. А вот потом приехали какие-то местные
Веселушки, хохотушки. Еще пойдем рассвет встречать. Уже 6 часов. Да, вот именно сейчас. Та самая речь. Мы так долго шли по нашему пути. Так долго ждали этого. До детей похожие моменты были нашими буднями. Мы исколесили всю Азию, жили на островах и, возможно, привыкли и перестали в должной мере ценить эту возможность. Быть предоставленным только самим себе. А сейчас, после 4 лет непрерывной заботы о маленькой двойне и тотального погружения в семейный быт, ценности изменились. Наши сердца принадлежат 2 маленьким принцессам, и их присутствие в нашей жизни каждый день все больше наполняет ее смыслом. Но как все же бесценно быть иногда одним, в тишине и покое, встречать первые лучи света, который несет жизнь, созерцать величие природы и трепетное зарождение начала нового дня этого мира, в котором нам отмерен столь мимолетный срок. Одномоментно осознавать себя частью чего-то единого, неописуемо величественного и бесконечного, и в то же время секундной вспышкой на фоне вечности мироздания. Просто быть. Быть человеком, идущим по своему пути, в принятии и с благодарностью. Быть рядом с человеком, которого выбрал, чтобы разделить свой жизненный путь. Спокойно. Дышать жизнью и свободой. Выходит солнышко. Не зря приехали местные чуваки, разбудили нас, потому что рассвет. Выспаться успеем еще как-нибудь. Вот С днем такой. рождения! А? С днем рождения! С днем рождения меня и Настю с прошедшим. Вот Настина была вон там, на той вершине, а мы здесь сейчас, в этой машине. Тут еще прикольно, что 3 вершины. Батур, в конце там Агунг виднеет, и посередине кто? Абан, да, это гора, это просто не вулкан, гора, которая самая высокая гора, по-моему. И она 2-я после Агунга. Собственно, как в лучших традициях всего вот этого движника, когда вчера что-то не то, что-то стоянка не та. Спали вообще плохо, Настя простыла что-то, потому что очень холодно, реально, очень холодно. Приехали какие-то подростки, разбудили нас. И я сначала говорю, как старый этот самый дед хотел там выходить. Разошли тебя, молодежь. Вот, орать на всех. Потом Настя говорит, да блин, так смотри, рассвет же уже как раз. И они приехали встречать рассвет. И вот. Поэтому спасибо им. Чаек очень круто зашел. Иван-чай, который нам еще мама с папой привезли. Спасибо, мама с папой, за Иван-чай. Настя говорит, сделай мне крепкие с имбирем и с тумериком. Я сделал. Поняли, что мы что-то не поспали вообще. Залезли в эту конуру, в нашу машину и вырубились на 2 часа. Уже так жарко стало. Вот в этом прикол контраста в Бали, что реально очень солнце вылезло, все прям жарко. Вот это было холодно. Сейчас будем кушать, завтрака, обедать и поедем на другой кемпинг, наверное, куда-нибудь к океану. Gotta get down to get up again. Водичка кипятится. Это супер чаек Шу с древних деревьев с завода День Сю. Кто в Санкт-Петербурге, рекомендуем чайный клуб «Процесс». Лучшая чайная в России. Лучше не найдете. Это наши хорошие друзья. Привет, ребята. Паша, Агата. Вот такой вам скриншотик. Пить проливами нам сегодня не по настроению. Сварим полуюю.
It will always help you steer. Самая вкусная еда на природе. Угу. Ну вот сидим, обсуждаем, что когда-нибудь по Европе сделаем тур. То, что я говорил уже, что мечта такая какая-то, вот она зреет сама. Кстати, кто любит кемпы, кто любит такую движуху, напишите в комментариях. Кому нравится вообще вот путешествовать, кто путешествовал, у кого есть опыт, расскажите, поделитесь. Кстати, что по ценам, вот интересно, кто в Штатах, может нас кто-то из Штатов смотрит, кто в Европе живет, дорого ли или нет, потому что я слышал, у нас были планы до беременности, потом мы забеременели, все планы поменялись, естественно, но мы хотели поехать по Эстонии, прокатиться, у нас там друзья из Латвии в Эстонии, говорят, там вообще просто кемпы супер оборудованные и бесплатные. Домики стоят, дрова лежат, все бесплатно. Кто любит, кто катался по Европе, по Штатам, расскажите, что по ценам. Вот, потому что на Бали получается $100 вот эта машина, но она такая, по сути, полурухлядь уже. Она нормальная, то есть она едет, все, как бы главную основную функцию и выполняет. Она такая потертая, да. 100 баксов в сутки. Вот, кемпинги, тут, конечно, копейки по европейским, американским ценам. Вот, поэтому поделитесь в комментах, расскажите, очень интересно. Все, прощаемся с этим местом. Пока-пока. Спасибо тебе, вулканушка. Итак, мы отправляемся на следующий кемпинг. О, вау! Да, вот видели, да, сверху, как это все выглядит круто. Сейчас среди этого всего едешь. Куча всяких ферм, и рисовые, и цветочные, и что-то еще. В общем, местность очень крутая. Дорога идет прямо через остатки лавы. Мы были в районе Кинтамани, это ближе к центру острова, а сейчас отправляемся на восток, на Virgin Beach. GPS показывал 2 часа, но как обычно по Бали едешь, там все что-то то раздолбано, то еще что-то, и то узко, то ремонт дороги, то пробка в горах тоже. И вот, короче, мы уже едем часа 3, немножко подустали, так что нужно на дорогу закладывать больше времени, чем GPS показывает. Подъехали уже к океану, совсем другой вид. Короче, все по-индонезийски. Пока приехали, пока зашли, пока оплатили, пока зарегистрировались, прошло уже 4 часа. Приехали, это была дурацкая история, ждали, чтобы нам показали, где для кэмп-вэна место. Они такие, да-да, мы сейчас придем. Шли 40 минут, пришли, говорят, так а что вы не спускаетесь, не регистрируетесь? Ну, короче, вот, из-за них мы уже затемно тут начинаем готовиться, разложились, конечно, утраченное время, жалко, вид безумный, уже это покажем с утра, сейчас пойдем готовить ужин. Сейчас, к сожалению, только можно услышать, как шумит море. Мы его видим, потому что наш глаз более чувствительный, чем сенсор нашей, хоть и волшебной камеры, но тем не менее. В целом, что можно сказать про мероприятие? Очень классно, мы очень довольны. Очень классно, очень довольны. Я такая добрая, очень просто классно, так очень довольны. Так, что у нас тут за месиво такое? Тут у нас тофу в кокосовом молоке, зелень, а здесь паста с сыром, с plant-based cheese, растительным сыром. А еще не забываем, что у нас есть классный телеграм-канал, где там много-много-много онлайн-движухи от нас, прям что происходит на Бали. Па-бам! Короче, там есть закрепленный пост, очень много полезной информации для переезда, всякие виды на жительство, скидки на визы, страховки. Инфа по Бали такая интересненькая. Да, Через призму, естественно, нашего видения, опыта. Тут Настя эпично сморкается на слоумо на фоне костра. И этот вечер мы спокойно провели за беседами о семье, о будущем и о вечном. Например, о том, куда ходить в туалет, так как кемпы по-балийски не всегда предусматривают уборные вблизи стоянки, как оказалось. Но вопрос мы решили, так что сильно не переживайте.
Доброе утро. Ой, 6:20. Проснулись случайно. Проснулись первый раз, потому что ночью вообще спали отлично. Вообще супер ночь была вторая. Рассвет за 3 года первый раз. Опа, кто-то там появился такой. Привет. И еще один потрясающий рассвет. Нам очень повезло с погодой и с выбором места. Вот с таким видом кемпинг в этот раз. Прямо с видом на океан и скалы. Ой, красота, конечно, неописуемая. Стояночки у них тут не очень облагороженные, но есть, по крайней мере, кран. Тут какие-то иногда есть розетки. Кострища даже нет как такового. Вот, чуваки местные приезжают уже. Тоже видно любители. Кстати, из обычного такого, все местные тачки из обычной тоже навес сделали, стол большой. Классный формат. Сейчас последний завтрак у нас тут. Будем собираться уже. Мы вообще не сторонники всяких консерв, очень мало покупаем, но тут не удержались взять с собой в поход вот такую историю. 100% плант-бейс нашли на Бали в магазине. Паштет, так именно, да, я же показываю. Паштет. И веганский песто тоже. И веганский песто. Песто или песто? Как правильно? Пишите в комментариях. Сосиска или сосиска? Как правильно? Пишите в комментариях. Короче, кому нравится такой контент, кэмп-стайл контент, подписывайтесь на канал. И те, кому не нравится, тоже подписывайтесь, потому что, в принципе, лучше каналы жизни на Бали. Но мы сейчас с Настей обсуждаем тему, как апградировать нашу семиместную тачку. Вот, какого вот у чуваков. Тут можно поставить тент, наверх поставить кофр, как он там, ну, модуль этот, багажник. Тут есть все в аренду, палатки эти самые, купить горелку, это все недорого. И я думаю, что мы это сделаем. Так что да, потому что мы это, ну это просто, это тебе не по чингушным кафешкам, не вот по это вот все там отели, кафешки, это просто, это вообще не сравнится. Что там с паштетом? Не знаю, он выглядит стрёмно. Лунчик от чай процесс. Две ночи такого путешествия оказалось чудовищно мало. Хотелось остаться на неделю и просто залипать на природу, спать, разговаривать, отдыхать. Но мы отдали детей няне на 2 ночевки, и это пока максимум, на что мы морально готовы. Но мы решили, что будем ездить в похожие поездки, в кемпинге с детьми. Опять просыпаешься и офигеваешь. Что это такое вообще? Вау. А нам пора ехать к детям. Нашу счастливую жизнь. Ура. Не, мы детей хотим видеть. Нет, мы соскучились по ним. Просто мы подумали, что мы бы вот здесь провели 7 дней только на этом месте. Да. Да. Ну, собственно, финальные аккорды. Все, поехали мы домой. Все, закончилось наше прекрасное путешествие. Спасибо, Насте, еще раз за подарок. Это было очень круто. И открыло, я так полагаю, новую эпоху нашей кемперской движухи, потому что нам очень прям понравилось. И мы будем продолжать эту славную традицию. Сейчас подключим детей. А что они хотели? Короче, вот, все, будем двигаться. Подписывайтесь на канал. У нас очень классные видосы про Бали, про нашу жизнь. И смотрите наши другие полезные, классные, яркие, красочные видео. До встречи в новых. Пока-пока.